Всем привет! 21 августа 2022 года. Ну, давайте посмотрим, как идет процесс созревания ягод и вызревания лозы. Это кишмиш Юпитер. Ягода еще не вся даже окрасилась. Вон местами еще есть зеленючая. Но я вчера попробовал. В принципе, вкус у нее есть. Кислота уходит. Смотрите, лоза начала вызревать. Процесс пошел. Это не может не радовать. Ягодки, ну, стандартные для кишмиша, нормальные. Мускат Блау тоже попробовал. Кислота еще есть. Ну, конечно, еще рано. Мне интересно было, появился ли цитронный мускат. Появился. Кишмиш 342. Обычно он в этот период уже готов. Уже слишком сладкий, даже приторный. В этом году кислота уже ушла. Терпкость немножко остается в кожице. Дам еще недельку повисеть. Тем более обработка последняя была у меня 2 недели назад. Поэтому у меня еще неделя по срокам ожидания. Ну, я уже так рискнул, помыл и попробовал, чтобы понимать вкус. В общем, сахар набирает потиху, кислота уходит. Больше всего радует меня в этом году Каталония. Прям ягода аж вот ее аж распирает. Тоже попробовал на вкус, кислота уже уходит. Тоже немножко в кожице такая терпкость остается. В принципе, я думаю, на следующей неделе можно будет ее уже кушать. Хотя, в принципе, я бы уже сейчас ел, но, опять же, у меня еще поджимают пока сроки ожидания. Как по мне, уже съедобное. Ну, такой магазинное качество, так сказать. Немножко еще легкая терпкость в кожице. Ну, вот так рядочек выглядит. Аркашка уже набрала такие полноценные размеры ягод. Ну, ей, конечно, еще рано. Ее как минимум где-то числа 10 сентября жду. Не раньше в этом году, так точно. Надежда ранее. Я буквально в четверг, когда приехал, она еще была только наполовину окрашена. Вот сегодня воскресенье, она уже, в принципе, почти вся окрашена. Вот эта беленькая, это после обработки монофосфатом калия. Оно подсохло, как бы, и вот такой, как пудра осталась. Потому что я заметил, кое-где уже даже аидиум появился. И я еще добавил туда тиавиджет. В тиавиджете я не очень уверен, потому что покупался на рынке. Бог его знает, как он сработает. Но тут доза монофосфата калия 120 грамм на 10 литров. Я ее по нарастающей делал. В общем, я думаю, в любом случае там присутствует сера. Я думаю, в любом случае прижгет. Ну, в принципе, прижгло. Я уже видел. Результат, в принципе, листик чистый. Сейчас покажу, где это было. Это было на Алешенькине, вот на этом листе. Буквально несколько таких легеньких пятен аидиума. Остальные все чистые были. В общем, сейчас только высохшая подкормка монофосфатом калия виднеется. Значит, по Алешенькину, обычно он в этот период, он даже к 15 августа у меня готов. В этом году потихонечку сахар набирает, кислота потихонечку уходит, но он еще не готов. Хотя грозди очень даже неплохие. Но отстает в этом году. Дубовский розовый красавчик. Ничего не скажу. Ягодка только-только начинает окрашиваться. Но я боюсь, что в моих условиях он не будет полноценно набирать сахар. Ну, посмотрим. Я еще как бы за ним наблюдаю. Что с него выйдет, пока не знаю. Да, забыл показать. Смотрите, надежда ранее. Лоза тоже начинает уже вызревать. Видите, это уже полноценное такое сухое такое пятнышко пошло уже. Будет с каждым днем. Оно было вчера буквально здесь. Сейчас уже здесь. В общем, постепенно сейчас будет вызревать лоза. Это благодаря тому, что я начал подкармливать калием, фосфором и калием в конце июля. Раньше этого не делал. Но, честно говоря, зря. Потому что все-таки у нас, как правило, первый заморозок бывает примерно 20 сентября. Практически каждый год. И не всегда успевают нормально лозы вызревать. Поэтому я в этом году немножко поторопился. Немножко забег сделал, чтобы было время лозе вызреть. Пораньше начинала вызревать. Прима Украины. Ну, вот такие сигналочки. В принципе, размягчается. Я ее пробовал. Тоже кислота уже ушла. Легкая терпкость еще пока есть. Но я думаю, все-таки на следующие выходные приеду. Уже можно будет пробовать. Пока еще тоже рановато. Некоторые ягодки покрупнее. Опылилась плоховато в этом году. Но ничего, это первый сигнальный урожай, поэтому
что как бы с нее взять. Лоза тоже начинает потихонечку вызревать, надеюсь, видно. Вот здесь хорошо видно. Энцетль Сидлис еще пока даже окрас не набирает, но он, как правило, в сентябре будет готов. Но мне нравится его клубничный вкус, очень интересный. В общем, долго не хотел расти, немножко даже поджировывает. Ну, посмотрим. Сигнальная гроздь отрада немножко меня напрягает. Она дубовая. Такое чувство, что она созреет только к октябрю. В общем, подарили мне этот черенок. Посмотрим, что с него дальше будет. Лоза, кстати, посмотрите. Вот этот бок. Уже, наверное, как-то на метр вот половинка. Вызревшая. С этой стороны зеленая еще. А с этой уже вон вообще такая сухая. Вызревание лозы, конечно, на высоте. Но я не знаю, по созреванию ягод что-то меня смущает. Сигналочка Нельсона тоже дубовая. Я думаю, она не успеет созреть. Ну, посмотрим, висит и висит. Как бы развивается кустик неплохо. Ему 2-й год. В принципе, нормально. Ну, посмотрим, пускай висит. Лора. Здесь вот самба немножко подмешалась. Вот лора. Смотрите, какие гроздочки. Размягчается потиху. Но ей еще рано. Она в моих условиях где-то тоже в сентябре будет. Ну, в каких числах, бог его знает. Я уже даже не знаю, как высчитывать теперь. Лоза тоже, кстати, смотрите. Процесс вызревания идет. Значит, все будет нормально. Аидиум заметил на Аркадии. Не знаю, насколько видно. Солнце, может, отсвечивает. В общем, 2 недели прошло после последней химобработки. Вот. Немножко наскочило. Но это, можно сказать, на свисающем приросте. В принципе, его можно и чикнуть. Хотя я вчера обработал, оно немножко прижгло. Но сам факт. В принципе, можно вообще вот так прочеканить. И это все на выброс. Верхушки химии почти не видели. Буквально 1 раз, наверное. И вот так несколько лоз. Буквально несколько точечек прихватило. Основная лоза нормальная. Процесс вызревания, кстати, для Аркадии этот феномен. Она у меня начинает вызревание показывать, но не раньше сентября точно. Поэтому все-таки подкормочки имеют место быть, они работают. Погоду как никогда обещают хорошую. Август нас особо не балует теплой погодой, но в этом году август очень теплый. И вот у меня Каталония в этом году, она по сути обогнала даже Алешенькиного, которая всегда раньше всех. Алешенькин и 342, они раньше всех созревали. В этом году Каталония, она, как правило, всегда как-то отставала, потому что август всегда холодный был, а она теплолюбивая очень. В этом году она меня очень радует. Довольно плотная гроздь получилась. Кстати, забыл еще сказать, в середине августа мы прекращаем поливы. Но так как не было месяца дождей, вот у меня мульча, там очень сухо. Я ее стараюсь держать во влажном состоянии. И я примерно, ну, наверное, раз в неделю по ведру воды хотя бы лью. Ну, так распределяю со шланга, это примерно. В общем, со шланга дождиком поливаю, чтобы мульча была вся влажная. Чтобы под ней какой-то, ну, такой влажный микроклимат сохранялся. Чтобы была влага, чтобы ягоды наливались. И не дай бог какой-то резкий дождь, чтобы ее не разорвало. Потому что я вот ее беру, я когда отрывал, она прям так аж щелкает, так отщелкивает хорошо. И у нее есть вероятность у плодоножки, растрескивание очень часто бывает. Хотя я кормил кальцием в этом году, но все равно опасаюсь, вдруг не сработает. Обычно везде всегда срабатывало, но это для меня еще пока новинка. Кустик молодой относительно, но уже вот такой урожайный. Ну, элегант не часто показываю, но он, кстати, размягчается рано, но созревает всегда по-разному. Может и в начале сентября, и в середине, и в конце. Как повезет. Очень много гороха, я уже показывал. И он дубовый. Его, наверное, вообще надо было вырезать. Но пускай пока есть. Точнее, как есть, так и есть. Лоза тоже начинает потихонечку у него вызревать. Созревания у него, в принципе, проблем никогда не было. Писали мне в комментариях по поводу Алешенькиного, что он может созревать, что многие уже его употребляют. Но есть одно но. У людей у стены, ну и не знаю какой регион, но у стены, конечно, оно на неделю, на 2 будет пораньше созревать. Но у меня, в принципе, пока еще не готов. Пишите в комментариях, как у вас
происходит созревание ягод и вызревание лозы. Делитесь тоже своим опытом в комментариях. Все, всем хороших урожаев, всем удачи, пока.